Привет, это Адамов. Сегодня я расскажу тебе про Adidas Ultra Boost 21. Расскажу обо всех ее нюансах и обо всем том, о чем не расскажут тебе продавцы-консультанты. Если ты еще не подписан, то самое время подписаться. Таким образом, ты поддержишь меня и сможешь принять участие в розыгрыше кроссовок. Видео с розыгрышем и условиями ты найдешь, кликнув по подсказке сверху. Ultra Boost 21 стоит без рубля 16 тысяч. Модель представлена в 3 расцветках. Это беговые кроссовки, предназначенные для забегов по твердым поверхностям. В первую очередь при выборе беговых кроссовок следует ориентироваться на тип вашей пронации. Это позволит правильно подобрать обувь с учетом анатомических особенностей вашей стопы и поможет избежать травм, так как поддержка и амортизация будут оказываться в нужных местах. Пронация – это естественное движение тела, определяющее способ постановки стопы для распределения нагрузки при приземлении. Кроссовки должны помочь стопе правильно отреагировать на удар, так как недостаточная или чрезмерная свобода движений может увеличить риск травмы не только голеностопа, но и коленей или спины. Существует 3 типа пронации: гипопронация или недостаточная пронация. Внешняя часть стопы касается земли под большим углом, а при отталкивании давление осуществляется на пальцы ближе к внешнему краю стопы. Поэтому при выборе кроссовок нужно обратить внимание на дополнительную амортизацию, без излишней поддержки стопы. Нейтральный тип. После приземления на внешнюю часть стопы она заваливается вовнутрь, тем самым поглощая ударную нагрузку. Давление на пальцы распределяется равномерно. Для обладателей такого типа пронации кроссовки с дополнительной поддержкой могут показаться излишне жесткими, а с высоким уровнем амортизации недостаточно отзывчивыми. Третий тип – гиперпронация. После приземления на внешнюю часть стопа чрезмерно заваливается вовнутрь, передавая нагрузку на внутренний край, а не на пятку. При отталкивании больше всего давления приходится на большой и указательный пальцы, поэтому гиперпронаторам необходим существенный поддерживающий функционал кроссовок. Как определить тип пронации самостоятельно? Проще всего это сделать мокрый тест. Нужно мокрой ногой наступить на лист бумаги или на другую ровную поверхность и внимательно изучить след. Если у тебя такой след, то у тебя гипопронация. Если второй, то это нормальный или нейтральный тип. Третий вариант – плоскостопие или гиперпронация. Такой тип встречается чаще всего. Данная пара предназначена для нейтрального типа пронации. Теперь перейдем к распаковке. При стоимости модели в 16 тысяч рублей мы получаем обыкновенный черный бокс без каких-либо принтов и наименований модели. Только наклейка сбоку дает нам понять, что это за модель. Верх кроссовок сделан из Prime Knit. Это фирменный трикотаж, из которого изготавливают верх кроссовок. Покрытие производят без швов из цельного материала, созданного из переплетения пряжи. Такой материал обеспечивает ноге комфорт и ощущение второй кожи, а также продуваемость и легкий вес. Вязка таких кроссовок программируется на компьютере. Туда вводятся параметры давления, направления и частоты хода спиц. Это позволяет требующие гибкости места сделать более тонкими и податливыми, а области больших нагрузок упрочнять за счет утолщения. Такие вязаные кроссовки отлично дышат, легко принимают форму ноги и обладают настолько минимальным весом, что если бы не подошва, человеку казалось бы, что он ходит в носках. Это производство намного более экологично, чем традиционные способы производства кроссовок. Оно позволяет снизить расход сырья и тем самым уменьшить до минимума отходы. Модель содержит Prime Blue. Это переработанный пластик, собранный с суши и прибрежных территорий. Теперь переходим к основной особенности данной модели – подошве. Adidas Boost – это технология промежуточной подошвы, увеличивающая амортизационные качества и гарантирующая возврат энергии каждого шага. Для создания материала Boost частицы термопластичного полиуретана вспенивают, превращая их в гранулы. Преимущество Boost. Первое – это амортизация. Когда на кроссовок оказывается воздействие, гранулы перераспределяют давление по всей ширине кроссовка. Второе – возврат энергии. Собрав энергию каждого шага и перераспределив ее между гранулами, Boost направляет ее в обратную сторону, усиливая толчок при беге.
Третье. Устойчивость к погодным условиям. В отличие от стандартного EVO, Boost сохраняет свои качества и в мороз, и в жару. Гранулы плотно прилегают друг к другу, не оставляя карманов с воздухом. Четвертое. Гибкость. Boost обладает отличной гибкостью при беге. Гранулы адаптируются под скручивающую нагрузку, помогая бегуну эффективно отталкиваться. Пятое. Износостойкость. В среднем подошва EVO выдерживает около 700 км до того, как начнет терять амортизационные качества. У Boost этот показатель 1300 км. Система Linear Energy Push или LAP, интегрированная в подошву, повышает устойчивость передней и средней части стопы для большей амортизации, а самое главное, не позволяет кроссовку скручиваться. Подметка обеспечивает хорошее сцепление при любых погодных условиях. Она сделана из резины Continental. В первую очередь у меня назрел вопрос к Adidas. Почему, продавая свои флагманские беговые кроссовки, да еще и за 16 тысяч рублей, вы поставляете их в обычном черном боксе, без каких-либо паттернов или обозначения модели? Насколько мне известно, в некоторые регионы модель поставляется в интересной коробке с обозначениями особенностей модели Ultra Boost 21. Так почему, имея дизайн коробки, вы поставляете в какие-то регионы более премиальный вариант, а в какие-то вот такой простой черный бокс? Если ты представитель Adidas или в курсе, почему так, то напиши свой ответ в комментариях под этим видео. Ответ я обязательно прочту. Модель стоит рассматривать исключительно для бега. Для повседневной носки можно найти более комфортные варианты. Важно помнить, что эта модель для бегунов с нейтральной пронацией. Для профессионалов и не только вес беговых кроссовок является ключевым фактором при выборе. Ultra Boost 21 имеет избыточный вес. Мой размер 10 US весит в районе 400 грамм, что для беговых кроссовок достаточно много. И наконец, самый главный минус этой модели – это стык между двумя панелями Prime Knit, который пальцами чувствуется хорошо и при ходьбе доставляет дискомфорт. Для меня это жирный минус. Поэтому при покупке также обратите внимание на этот стык у пальцев, беспокоит он вас или нет. Теперь ты знаешь все нюансы о самой технологичной беговой модели от Adidas. Покупать или нет, для себя я решил, что эта модель мне не подходит. Надеюсь, это видео также поможет тебе сделать правильный выбор. Если понравилось, жми лайк. Ты крут, что досмотрел это видео до конца. Это был Адамов. Пока-пока.